Ишида Йошихиро был вполне преуспевающим сотрудником крупной токийской компании ровно до тех пор, пока шеф не обвинил его в некомпетентности и плохой подготовке бюджета. Ишида впал в немилость своего босса, и постепенно жизнь его покатилась под откос. Он перестал ходить на работу и в один прекрасный момент исчез, просто испарился. Когда соседи, обеспокоенные его долгим отсутствием, заглянули сквозь приоткрытую дверь в квартиру, они не увидели там ничего, ни мебели, ни предметов интерьера. Самого Ишиды тоже не было. В Японии ежегодно исчезают порядка 80 тысяч человек. Таких людей называют джоухатсу, испарившийся, и в общем-то в самой ситуации ничего удивительного, как это ни прискорбно, нет. К сожалению, люди пропадают во всем мире. Однако отличительной чертой страны восходящего солнца является то, что в Японии существует вполне себе легальный бизнес по организации собственного исчезновения. Причины для собственного исчезновения бывают разные. И первое, что приходит на ум, это, конечно, долги. И в этот момент перед глазами так и всплывает картина грозного якудза, который охотится за своей жертвой. Однако в последнее время наряду с долгами появились и другие причины, такие как насилие в семье, навязчивые поклонники, стыд за какую-то ошибку, совершенную в прошлом, и, внимание, желание начать жизнь с чистого листа. Бывает и такое. Как же это все работает? Ночью, реже днем, к дому заказчика подъезжает фургон без опознавательных знаков, такой, знаете, как в фильмах про маньяков показывают часто, и начинается действо. Бравые ребята оперативно эвакуируют заказчика вместе с мебелью и всей необходимой утварью и перемещают в новое место жительства. Вся операция проходит быстро и секретно. Такие компании называются йонигея, и означает это организаторы ночного побега. К слову сказать, вопреки названию, побег иногда может осуществляться и днем. Йонигея – это, как правило, компании, оказывающие широкий спектр услуг с юридической и детективной поддержкой. Помимо прочего, такие компании анализируют ситуацию, занимаются подбором нового места жительства, организуют оперативный переезд, устраняют возможные проблемы, связанные с утечкой информации, консультируют клиента на предмет дальнейших шагов и правил поведения в новой жизни, а также представляют его интересы в различных инстанциях, таких как суд, полиция, муниципалитет и прочих. Неужели в век современных технологий с огромным количеством камер, расположенных на каждом углу, с банкоматами, которые отслеживают все транзакции, можно просто так взять и раствориться, как будто бы надев на себя защитную маску, дающую иммунитет от всех и вся? Да, оказывается, в Японии это возможно. Хотя следует признать, что с каждым годом делать это все сложнее и сложнее. С одной стороны, а на фоне других развитых стран, Япония серьезно отстает по уровню внедрения платежных систем и информационных технологий. С другой стороны, в стране восходящего солнца очень строгий закон о защите персональных данных. Таким образом, если человек решил исчезнуть, то сделать это проще, чем во многих других странах. Чтобы обезопасить себя, можно дополнительно обратиться в муниципалитет с заявлением о непредоставлении персональных данных кому бы то ни было, включая членов собственной семьи. И в таком случае получить информацию о человеке, его переездах,
будет практически невозможно. Ну, конечно, ничего невозможного нет, но все-таки очень-очень трудно. Полиция тоже не горит желанием заниматься поисками исчезнувших людей до тех пор, пока нет конкретного криминального следа. И даже вопрос невозврата долга, ну, такая пограничная тема, поскольку все-таки лежит в плоскости гражданско-правовых отношений, а не конкретного уголовного права. Поэтому полиция, как правило, тоже не занимается людьми, которые исчезли по своей собственной воле, за исключением уж конкретно криминальных случаев. Чтобы не быть голословным, я покажу вам сайт одной из компаний, которые организуют ночной побег. Он здесь на японском языке, сейчас я переведу на русский с помощью Google переводчика. Перевод немножко корявый, но тем не менее вы можете видеть, вот они предлагают бежать ночью, услуга 24 часа в 365 дней в году. Здесь то, что они в общем-то оказывают, какие услуги. А вот стоимость, опять же, получается 33 тысячи йен. Ну, примерно делите на 2. Ну, это понятно от. Ну и, соответственно, дальше идет описание, почему они это делают, как можно организовать побег, процедура, вопросы и ответы, и, в общем-то, для чего они это делают. Здесь, судя по информации, вот видите, кто убегает ночью, те, кто скрывается там от долгов, финансовые проблемы, но не только. Опять же, о чем я уже говорил, насилие в семье, преследование со стороны сталкеров и прочие вещи. На самом деле сайт я взял, не сказать, что случайно, но таких компаний, в общем-то, в Японии немало. Как я уже сказал, ситуации, связанные с побегом от долгов, являются, ну так, немного околокриминальными, поэтому многие серьезные компании Йонигея стараются дистанцироваться от подобных кейсов. Но тем не менее, этот рынок существует. Многие из вас, наверное, помнят эту ситуацию, когда бывший президент компании Nissan, находясь под следствием, сумел осуществить побег из Японии в Ливан. Так вот, по некоторым неподтвержденным данным, определенные этапы операции могли осуществляться при помощи компаний типа Йонигея. Кстати, в самой Японии, несмотря на ее принадлежность к лагерю индустриально развитых стран, существуют целые криминальные районы, где человек может просто затеряться. Например, в Осаке есть такой район Камагасаки, который контролируется якудза. И, соответственно, в таком районе люди могут жить годами без всяких документов. Это, кстати сказать, одно из прибежищ для джиохатсу, людей, которые испаряются, совершая побег. Таким образом, можно сказать, что в Японии существует целый сегмент рынка услуг по организации добровольного исчезновения людей. Не всегда этот рынок связан с криминалом, и причины для организации подобного исчезновения могут быть самыми разнообразными. Но рынок есть рынок. Как только появляются желающие исчезнуть, сразу же возникает большое количество компаний и людей, которые готовы оказать поддержку в этом направлении. Остается надеяться, что герой этого видео Ишида Йошихиро сделал правильный выбор. Ясно одно, теперь он уже не будет тем самым человеком, каким был раньше, скрывая лицо за новой маской.